All right, so we're going to continue building on the exercise that we built last time. So last time we worked with a water limited experiment. We'll build on that. Итак, значит, продолжим нашу работу в том файле, в котором мы работали в прошлый раз, но единственное, что в прошлый раз мы работали по производительности ограниченной по доступности почвенной влаги, сейчас мы дополним этот файл ограничениями по азотному питанию. Okay, for water limited, the soil physical properties became very important to describe the water holding capacity of soil. Для того, чтобы задать модели условия или состояния почвы, то есть для того, чтобы модель понимала, какая способность почвы удерживать влагу, очень важны физические характеристики почвы. For the nitrogen processes, we also need additional information about soil properties. In this case, it's more the chemical properties, and especially nitrogen and organic matter. Для моделирования производительности с ограничением по азотному питанию тоже требуется понимание или введение в модель, определение для модели физических характеристик или даже, можно сказать, больше химических характеристик, то есть, например, содержание органического вещества. Okay, so I'm going to build a file X using xbuild today. We're going to use the same location near Almaty that we use for the water, for the potential production and for the water exercise, and the same soil and weather data. Итак, мы будем работать в том же самом файле, и, как вы помните, мы модель, прошлый файл, то есть этот файл мы создавали для района, недалеко от Алматы, и вот там работали, моделировали производительность с ограничением по воде. Okay, so you will not find these soil and weather data files in your installation of DSAT because I downloaded these specifically for this exercise. В своих программах, которые вы установили DSAT у себя на компьютерах, вы этих данных не найдете, этих погодных данных, потому что я их специально скачала для использования в этом упражнении. But both of these soil and weather files are available on the Google site if you wish to download them. Но в любом случае, если вы вдруг захотите сами поиграться, поработать с файлом и с этой моделью, вы сможете их как метеорологические данные, так и данные по почвам скачать с Google. Okay, so I'm going to move rather rapidly because I think you've had some experience with entering data in xbuild. So the first part of this exercise, I'll move rather quickly. But when we get to the new nitrogen inputs, I'll slow down. Я, скажем так, в первой части нашего упражнения достаточно быстро буду идти, потому что вы уже имели опыт введения данных в модель, например, по характеристикам почвы, по влагосодержанию, но как только я перейду к новым каким-то моментам, я немножко замедлюсь. Okay, I'm going to open xbuild by clicking on the crop management data in the tools section of DSAT. Итак, что я делаю? Я открываю в основной оболочке DSAT окно, выбираю меню Tools, инструменты в левой боковой панели и щелкаем один раз на значок Crop Management Data. Okay, and I'm going to create a new file by clicking on File, New. Создаю новый файл. Вот вы видите, я выбрала файл и кликаю на кнопки New. And I will close this window. Закрываем это окошко. And remember, if you've added any new files, you need to refresh the database for xbuild. И помните, в xbuild есть такое требование, что если вы загружаете какие-то новые данные в систему, вам нужно сделать обновление, refresh. Okay, make sure that you're creating an experimental file. There are other options, but we'll use experimental.
Удостоверитесь в том, что вы создаете именно экспериментальный файл. Там есть некоторые другие варианты. Вот я здесь пишу название эксперимента, производительность, ограниченная азотным питанием. Okay, and I've named my experiment nitrogen limited production. Yeah. Okay, and I'm going to give it the same institute code CA for carrot. Тот же самый код института CA, то есть это у нас AL for Almaty. AL Алматы, это название, код месторасположения эксперимента, год 2015. Все то же самое. The year is 2015, and I'm going to call it experiment number 3. Номер эксперимента 03. And our crop is wheat. И наша культура у нас пшеница. And once we've entered these data, it sets the location of our experiment and the name of the experiment. И вы видите, после того, как мы ввели вот эти все данные, система автоматически называет файл. И в названии файла мы уже видим, то есть это у нас и, как называется, эксперимент, и код института, и все эти данные уже в названии файла. Okay, so that's it for the first screen. I'm going to click Next. Нажимаем Next, далее. And I'm going to give it the same, I used default last time. I'm going to use the default cultivar again. Значит, в прошлый раз мы использовали культивар по умолчанию, делаем то же самое в этот раз. And we can click Next. Кликаем далее. The field ID I'm going to call CAAL0001. Значит, у нас ID поля или идентификатор поля, вот у нас получается CALAL301. And the weather station is the Almaty, Метеорологическая Kazakhstan. станция у нас получается Алматы, Казахстан. I can choose the year of the weather. In this Я case, могу we only выбрать. have one choice. Могу выбрать год, за который мне нужны метеорологические данные. В данном случае у нас CAL 1501. Вот выбираю эту опцию. And the soil, again, is Almaty. It's a nice A letter at the top of the list. Вот здесь по почве мы вводим Алматы, в скобочках KZ, SOL. In some cases, there are more than one soil with the same name. If that's the case, you could choose the specific soil you need from this pull-down list. В некоторых случаях по типу почв есть варианты, то есть если мы выбираем, например, какой-то основной тип и есть опции, мы можем их выбрать, в данном случае он только один. Okay, click Next to go to the next screen. Нажимаем далее, переходим к следующему окну. Okay, now the planting information will be exactly as we used before. I'm going to give it a planting date of April 1st, 2015. Данные по посеву, по высадке у нас те же самые, что были и в прошлый раз, то есть это 1 апреля 2015 года, дата посева. And remember that your system, the date may be a different format, so just look at what the date format that XBuild is looking for. И не забывайте, что последовательность указания даты, то есть цифры месяца, дня и года могут отличаться от того, что есть в системе, то есть всегда обращайте внимание. В данном случае цифра, которая обозначает месяц, идет не второй, а первый. Okay. Planting method, dry seed. Тип или метод посева сухое зерно. Distribution in rows. Распределение по бороздам. 200 plants per square meter. 200 растений на квадратный метр. And I'm optimistic that all my plants will germinate, so I use the same value for emergence. И я, конечно, являюсь оптимисткой по складу, и поэтому предполагаю, что все 200 у меня взойдут. And fill in the rest of them. 16 centimeter row spacing, 0 degrees from north, and 4 Здесь centimeters между planting бороздами depth. 16 сантиметров и глубина 4 сантиметра. Okay, that's everything we need there. Ну, все, с этим мы закончили.
Okay, so this takes us back to the main screen. That is all of the information that we would need if we were running potential production. На этом мы закончили ввод всех данных, которые нам необходимы для моделирования потенциальной производительности. But with water limited and nitrogen limited production, we need to know something about the initial conditions at the beginning of the simulation. Но когда мы моделируем производительность, урожайность при ограниченном азотном питании, нам также необходимо ввести данные по начальному содержанию воды в почве и начальному содержанию азота. So we're going to go to environment, initial conditions. Мы заходим в закладку Environment, среда, и нажимаем на Initial Conditions, то есть исходные условия. For the water limited production, we ignored almost everything on this screen, but now with nitrogen limited production, some of these values become important. It describes the surface conditions and the surface and subsurface residues available in the soil. Когда мы моделировали производительность при ограниченной влаге, в общем-то, большинство этих данных нам были не важны, но сейчас, когда мы будем работать с ограничениями по азотному питанию, нам потребуется их ввести, например, по содержанию остатков на поверхности или и внутри грунта. Okay, so the first thing I'm going to change here is the date of initial conditions. I want to start the simulation 1 month ahead. That's going to give us time to spin up the simulation and let the soil water come to equilibrium a little bit before we start the planting date. Как видите, я на 1 месяц изменила дату, то есть у нас была дата посева 1 апреля 2015 года. Что касается исходных условий, я сделала не 1 апреля, а 1 марта, для того, чтобы дать возможность модели, дать возможность системе отработать вот эти вот параметры, чтобы содержание влаги и азота и другие исходные условия пришли, скажем так, в равновесие. Okay, it allows us to tell what the previous crop was in the field. In this case, I'm going to leave it wheat. This defines the characteristics, the chemical composition of the residues. Здесь, как видите, мы можем задать культуру, которая высевалась на этом поле в прошлом году. Я оставляю пшеницу. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы системе сказать или показать, какие вещества могли остаться в почве после выращивания этой культуры, после сбора урожая. And it allows me to estimate how much root weight is left in the soil. In this case, I'm going to say it's 500 kilograms per hectare. This adds organic matter to the soil, which decomposes and adds to the soil fertility with the release of nitrogen. Здесь же, как видите, можно задать вес корневой массы на гектар, в килограммах на гектар. Я вот ставлю 500. Это делается для того, чтобы, опять же, система понимала, сколько могло остаться каких-то органических веществ или растительных остатков в почве, что будет влиять на содержание, в том числе, органического азота в почве. Okay, the nodule weight is 0. That's important for legumes, but not for cereal crops. Значит, нодулярная масса, это для зерновых не имеет значения, для бобовых, да. And the crop residue is the amount of crop residue left on the surface of the soil. And I'm going to estimate that to be 2,000 kilograms per hectare. This is if they had left significant crop stubble after harvesting the previous crop. Здесь вот вы, как видите, я внесла 2000 килограмм на гектар crop residue, то есть остатки от культур или от урожая. В данном случае я что имею в виду? Что, например, большая часть соломы от прошлогодней пшеницы осталась на почве, на поверхности.
And I can enter the nitrogen content of that crop residue. I'm going to say it's 0.6% nitrogen. Также я могу сказать системе, сколько мне нужно, то есть содержание, процентное содержание азота вот в этих во всех остатках. Я вот ввожу 0,6. If you don't know this value, it's okay. We have lookup tables. The model will get a value from a published table. But if you have measured data that tells you what the nitrogen content is, you would enter it here. С этим, если у вас этих данных нет, вот имеется в виду по процентному содержанию азота в остатках, ничего страшного. Система, если такие данные были когда-либо опубликованы, она их сможет вытянуть и использовать. Но если вы проводили соответствующие наблюдения и замеры, то, конечно, лучше ввести наблюденные данные. Okay, and we are not dealing with phosphorus, so I'm going to leave that blank. Мы по фосфору пока не работаем, поэтому оставлю, ничего не буду заполнять. This table here allows us to enter information if the crop residues are incorporated. If they're tilled into the soil and now become subsurface, you can tell it here that it's incorporated 100% or 50% and to what depth it's incorporated. But I'm going to leave these as unincorporated. So the crop residue stays on the surface in that case. Следующие два окошка — это у нас включение, incorporation по-английски, что имеется в виду. То есть, если что-то осталось на поверхности, оно может так там и продолжать лежать до следующего года, либо, например, может быть произведена вспашка поля, и те остаточные вещества, которые были на поверхности, они попадают вглубь грунта, вглубь почвы. Но в нашем случае я поставлю везде нули, то есть 0 сантиметров и 0%, то есть будем предполагать, что все эти остатки остались на поверхности. Okay, now we need to define the soil layer initial conditions. So I'm going to click on Profile. Сейчас нам нужно будет определить исходные условия или исходное состояние почвы. Я вот кликаю на кнопки «Профиль», «Profile». Okay, and that brings up, you've seen this screen before for the soil water because previously we estimated the initial soil water content. И вы уже это окошко видели. В прошлые разы мы каждому слою почвы присваивали определенные значения, то есть сколько воды содержится в каждом из них. So you can see that XBuild recognizes the soil that we specified, and these soil layers correspond to the layers that are defined in this soil file. Мы видим, что XBuild узнал файл и тип почвы, который мы задали, и вот и структура, и толщина различных слоев почвы соответствует именно этому типу почвы, который мы указали, Алматы, вот и в скобочках KZ и так далее. I'm going to let XBuild calculate my initial conditions because I haven't measured them. So I'm going to tell it that the water content is at 50% of available. Я позволю XBuild рассчитать исходное состояние моей почвы, и для этого задам 50% доступности влаги в почве. And I'm going to give it a nitrogen content. This is the entire mass of nitrogen in the soil profile. And I'm going to give it a value of 100 kilograms per hectare. И здесь также задам количество всего азота в килограммах на гектар, который в настоящий момент находится внутри грунта. 100 задам. When I hit recalculate, XBuild is using the soil characteristics of the soil I specified and calculating the volumetric water content, and it's distributing the nitrogen evenly throughout the soil profile. При нажатии кнопки «Пересчитать» или «Recalculate» XBuild что делает? Он рассчитывает распределение воды и азота во всем профиле грунта с использованием физических свойств этого же грунта.
So when I specified 50% water available, it calculates halfway between the lower limit and the drained upper limit for each layer. Если мы говорим о влаге, то каждый из слоев разбивается как бы на 3 зоны, и в таблице представлено усредненное значение вот этих 3, то есть верхний, средний и нижний слой каждого горизонта или каждого слоя. And when I specified 100 kilograms per hectare of nitrogen, it takes that mass of nitrogen and calculates the concentration. This is grams per megagram, which is the same as parts per million. And then it distributes it 90% to nitrate, 10% to ammonium. Что касается азота, то вот я задала здесь 100 килограмм на гектар, и система что делает? Она равномерно как бы распределяет по всем слоям, по всему профилю грунта вот весь этот вес, и у нас получается 90% уходит на NO3, и в граммах на mg minus 1 is... That's megagram. That's per megagram. So grams per megagram is the same as parts per million. Это, то есть грамм на частиц на миллион, то есть это граммы на мегаграммы, так называемые. Okay, so that is all the information we need for this screen. I'm going to click OK. Нажимаем ОК. Здесь больше никаких данных нам вносить не нужно. And I like to save my file often. So I'm just going to, even though we're not finished, I'm going to save the file. Я очень люблю часто сохранять свои файлы для того, чтобы ничего не потерять. И даже учитывая то, что, то есть не учитывая то, что мы еще не закончили, я все равно его сохраню. На всякий случай. Okay. And you can see that based on information I've given it, it's going to store this in the wheat folder, and I've given it all the information to name the file for my experiment. И, как видите, система мне уже предлагает, то есть говорит, где она будет сохранять этот файл, и по умолчанию этот эксперимент уйдет в папку «Пшеница» в каталоге DSAT-47. Okay. All right, so the next thing I need to do is give it my simulation options. So I'm going to go to the simulation options menu. Далее нам нужно задать параметры моделирования. Я захожу в соответствующую закладку Simulation Options, то есть параметры моделирования. Okay, under the General tab, I'm going to enter the start date of my simulation. And it's going to be the same as my initial condition state. Во вкладке «Общий» или по-английски «General» я введу некоторые общие данные касательно моего моделирования, дату, ту же, которую мы указали в прошлый раз, то есть дата начала моделирования, 1 марта 2015 года. Okay, and under the Options tab, в параметрах I want to make sure that I have water and nitrogen both set to yes, so that we simulate the water and nitrogen processes. Нужно убедиться в том, что в окошках для воды и для азота у нас стоит yes, то есть да, это означает, что эти параметры включены. Everything else I'm going to set to no. Все остальное отключаем, ставим no. The CO2 will leave at actual CO2 measured at Mauna Loa. Что касается СО2, у нас так называемый реальный или соответствующий Mauna Loa. Under the Management tab, это на Гавайях. I want to make sure that I have fertilizer set to on-reported dates, because we'll be adding some fertilizer applications. Также, что касается практик или мероприятий по управлению сельскохозяйственными угодьями, нам нужно указать, что удобрения вносятся в зарегистрированные даты, в определенные даты. Okay, and finally, in the Outputs tab, I want to specify which files to output for this simulation.
И в закладке Outputs, то есть результаты, мне нужно посмотреть, какие, и удостовериться в том, что результаты, которые модель будет выдавать, именно те, генерировать, это именно те, которые мне нужны. Okay, I'm going to leave growth, carbon, water, and nitrogen. Значит, я оставляю включенными вот эти параметры, то есть роста, углерода, воды, азота, фосфор отключаю, ставлю нет. And everything else is okay. The verbose we'll leave at normal output. You can see that we have other options, but we'll leave that at normal. Далее поле вербоза оставляет, она управляет уровнем детализации выходных данных. Я оставляю normal output, то есть нормальный вывод результатов в нормальном режиме. Вы видите, что здесь есть другие опции, но мы останемся на этом. All right, I'm going to click OK, and it'll save that simulation control. Кликаем ОК, тем самым подтверждаем сохранение заданных параметров моделирования. But I actually want to create a second simulation option. So I'm going to go back in to simulation options. Но я хочу задать еще один параметр моего моделирования, поэтому снова нажимаю на Simulation Options, на параметры моделирования, захожу в это окошко. I'm going to highlight this first simulation option that we just set, and I'm going to use it as a template and add a new one. Вы видите, я выделила вот этот вот эксперимент, эту модель, которую мы только что создали, вот с соответствующими параметрами. Она у нас называется Default Simulation. Что-то не вижу дальше. Ну, вот этот эксперимент, который мы только что создали, и нажму кнопку Add, то есть добавить. Я этот эксперимент использую в качестве эксперимента по умолчанию. Okay, so that created a second simulation control that is identical to the first. И, соответственно, мы таким образом создали второй уровень контроля или управления моделью. I'm going to label this one automatic irrigation. Я назову ее автоматическое орошение. The only thing I need to change now is my irrigation and water management. So I click on management, go to irrigation and water management. Единственное, что мне нужно будет изменить, это практики или управление полем, и в данном случае управление поливом. And I'm going to change it from on reported dates to automatic when required. И вот помните, у нас стояло там on reported dates, то есть по определенным датам я изменю этот параметр на автоматически, когда требуется. Okay, I'm going to leave the default values, so it's going to check for soil water deficits in the top 30 centimeters. Остальные параметры я оставлю по умолчанию, то есть у нас орошение происходит на глубину до 30 сантиметров. And when the soil water in that top 30 centimeters reaches 50% of available, it's going to trigger an irrigation. И вот здесь вот у нас пороговое значение, то есть как только содержание влаги в почве достигнет 50%, автоматически будет включаться как бы дополнительное орошение. And once an irrigation is triggered, the model will calculate how much water is needed to fill it to my endpoint, or 100%. И после того, как включится орошение, система сама будет рассчитывать, когда, то есть сколько воды нужно, какой нужно объем воды использовать для полива, для того, чтобы содержание влаги в почве достигло вот этого моего необходимого значения. 30 сантиметров. Okay, I click OK. Кликаем ОК, идем дальше. And the last thing we need to do here is create a treatment table. Самое последнее, что нам нужно сделать, это создать таблицу опытов. Okay, so when I click on treatments, I want to enter my treatments. The first one is going to be rain-fed
and no fertilizer. Или это можно еще назвать не опыт, а обработка, да, то есть дополнительные параметры. Первый я назову дождевое или багарное, без удобрений. Okay, and I need to add the initial condition level that I added. Мне нужно здесь добавить вот это вот исходные условия под цифрой 1, которые я сама задала. Вот она у меня единичка появилась. Okay, and I'm going to add a second treatment. Добавляем второй опыт. And this one's going to be irrigated with no fertilizer. Здесь у нас будет уже орошаемое, без удобрений. And so I need to select that second simulation control that we added the automatic irrigation. И здесь мне нужно будет изменить уровень контроля или управления моделью на второй. Помните, первый у нас был по умолчанию, да, а второй был с автоматическим орошением. Okay, so we're not quite done yet. I want to add some fertilizers, but before I do that, I'm going to save my file and just make sure it runs. I want to take care of any problems before I start adding the complexity of the fertilizers. Мы еще не совсем закончили с введением параметров по этой модели, но я в любом случае сохраню файл и прогоню модель вот в таком состоянии, потому что, вот как мы говорили раньше, имеет смысл посмотреть, как она себя ведет перед тем, как вводить в нее дополнительные параметры, потому что модель после введения этих дополнительных параметров станет еще сложнее. Okay, so I'm going to save my file. Итак, я сохраняю свой файл. I'm going to close Xbuild. Закрываю Xbuild. And I'm going to go to my wheat experiments. And захожу в свои эксперименты по пшенице. If you've just created a new experiment, you might have to refresh before you can see it. Для того, чтобы, если вы только что его создали, этот эксперимент, для того, чтобы он появился в этом каталоге, в этой папке, нужно нажать кнопку Refresh, обновить. And there's my experiment that I just created. It has a rain-fed no fertilizer and irrigated no fertilizer. Вот они у меня как раз-таки появились. Это, то есть багарное, да, без удобрений и орошаемое без удобрений. Мои два эксперимента. Okay, let's run this and see if it works. Давайте прогоним модель в таком виде, посмотрим, как она сработает, что даст. Okay, so I'm going to plot plantgrow.out just to make sure things look okay. Так, теперь нам нужно на основании этих данных построить графики. То есть нам нужно выбрать. Let's plot tops weight and давайте посмотрим, что у нас получилось по весу надземной части и по весу урожая фактически. Okay, so we can see that there are two distinct lines between the irrigated and the not irrigated, but they're not very far apart. Мы видим, что, в общем-то, эксперименты дали разные кривые, да, которые совершенно очевидно отличаются, но не существенно. So I'm very sure that we have a lot of nitrogen stress. So I just want to, before I go back, I want to look at what that nitrogen stress is. Я практически на 100% уверена, что у нас здесь большой азотный стресс присутствует, но я не знаю какой, поэтому... Okay, so I've scrolled down in my list of variables and I found 4 N factors, and I'm going to look at the N factor for leaf growth. Вот у меня, я промотала список переменных и нашла 4 коэффициента, которые касаются азота. Отмечаю галочкой азотный коэффициент для листового роста, для роста листвы. Okay, I've got a lot of information on here, so let me just go turn off these. Слишком много информации получилось на графике, я поэтому отключу вот эти опции выведения и. So now we see just the nitrogen stress, and so a value of 1 Сейчас у нас is представлены только maximum данные stress. по азотному стрессу. Сейчас представлены данные только по азотному стрессу. And a value of 0 is no stress at all. Нулевому значению соответствует отсутствие азотного стресса. So what we see is towards the end of the season,
we're at the maximum amount of stress. And even very early in the season, we have a significant amount of stress. И мы видим, что на этом графике, что в конце вегетативного сезона у нас азотный стресс очень-очень высокий, и даже в самом начале он также достаточно существенный. Okay, so let's go back. We'll close out of GBuild, go back in and add some Закрываем fertilizer. GBuild, возвращаемся в эксперимент и можем изменить параметры по азоту. So I'm going to right-click and edit the file. Нажимаю кликаю правой кнопкой мышки, попадаю в файл, редактировать. Okay, I'm going to go to Management, Fertilizer. Я иду в управление, или по-английски management закладку, и выбираю, то есть попадаю в удобрение. Okay, and so we've started the simulation on March 1st. We planted on April 1st. I'm going to add the first fertilizer on the day of planting. Как вы помните, у нас начало модели, начальная дата моделирования по азоту было 1 апреля. Дата посадки была, то есть наоборот, дата посева у нас была 1 апреля, дата начала моделирования была 1 марта, и я добавлю тогда азотное удобрение в первый день моделирования. Okay, we're going to add ammonium nitrate. Добавляем наше удобрение, нитрат аммония. I'm going to select Broadcast Incorporated, which means we spread it evenly over the soil surface and it is tilled into the soil. Далее в способ внесения удобрения я указываю Broadcast Incorporated, то есть равномерным слоем с запахиванием. Okay, we're going to incorporate to a depth of 10 centimeters. Внесение на глубину 10 сантиметров. And we're going to add 10 kilograms per hectare of elemental nitrogen. И у нас здесь мы задаем 60 килограмм элементарного азота, то есть минерального азота на гектар. Okay, and we saw that there was a lot of stress here late in the season, so I want to add another fertilizer application. Мы видели, что в самом конце вегетативного сезона у нас был очень большой азотный стресс, поэтому я могу добавить вторую дату внесения удобрения позже. So everything is the same. I highlighted the first application. I added a new application. So both lines look the same. Я уже это делала, то есть я выделяю первую строчку, да, это у нас первая дата внесения удобрения, выделяю ее, нажимаю кнопку Add Application, то есть добавить еще одну дату внесения удобрения, появляется вторая строка. Okay, the only thing I'm going to change is the date. Единственное, что я здесь изменю, это дату. Все остальное то же самое. And I'm going to apply the fertilizer 2 months later on June 1st. То есть следующая дата внесения удобрения у нас через 2 месяца, то есть 1 июня. Okay, so I'm going to label this fertilizer. We've added a total of 120 kilograms per hectare. So I'm going to label this 120N. В общей сложности, вы видите, мы внесли 120 килограмм азотных удобрений на гектар. Я поэтому назову эту обработку 120N, то есть 120 азота. Okay, so there's our fertilizer. I'm going to click OK. Все, с удобрением мы закончили, нажимаем ОК. Now we need to go create treatments which apply those fertilizers. So I'm going to go back to the treatment table. Далее нам нужно изменить параметры обработки вот этих внесений удобрений. Okay, so I'm going to add 2 more treatments. One rain-fed with the fertilizer and the other irrigated with the fertilizer.
То есть у нас, помните, у нас было багарное без удобрений и орошаемое без удобрений. Я добавлю две строки в данном случае, то есть останется багарное и орошаемое, только уже с удобрением. So I'm going to highlight the rain-fed no fertilizer and add a new treatment. Я выделяю, видите, всю строку с багарным без удобрения, выделяю, нажимаю кнопку Add, появляется новая строка, и здесь I'm going to label this rain-fed 120N. и изменяю название. У меня получается багарное и 120N, то есть 120 килограмм азота. And I'm going to choose that fertilizer level that we just created. И здесь в удобрениях выберу вот то удобрение, которое мы задали, параметр которого, то есть 120N. Now my fourth treatment, I'm going to highlight the irrigated no fertilizer and add a new treatment. Для того, чтобы создать четвертый опыт, я выделяю вторую строку, то есть это у меня орошаемое без удобрений. Кликаю Add, появляется четвертая строка, и здесь также меняю. I'm going to label this one irrigated 120N. То есть здесь указываю, что у нас опять же орошаемое 120N, то есть с удобрением. And I'm going to add the fertilizer level. И добавляю вот этот вот уровень или добавляю удобрение. So you can see we have 4 treatments. We have 2 irrigation levels and we have 2 fertilizer levels. То есть в общей сложности у нас получается 4 эксперимента, 2 из них без удобрений, и 2 с удобрением, и 2 у нас орошаемых. Okay, so let's save this and see what it does when we run it. I'm going to click OK. Нажимаем ОК, сохранить нужно файл, и посмотрим, что у нас теперь, как модель поведет себя. And I need to refresh in DSAT. Нужно обновить папку с файлами в DSAT. Вот у нас появились наши эксперименты. And now we see the 4 treatments. I'm going to run them. И мы все 4 их прогоним сейчас. And let's go into gbuild and see what we have. Заходим в gbuild, открываем, посмотрим, что получилось. Okay, so now we have 4 treatments. Вот здесь мы видим у нас 4 эксперимента. I'm going to plot tops weight and harvest Я хочу, чтобы на product weight. графике у меня был вес верхней части растения и самого непосредственно урожая. And we can see now that we clearly have an effective fertilizer. So for the tops weight, this one I've highlighted is the irrigated with nitrogen. И мы здесь уже видим совершенно очевидную разницу между экспериментами, где были удобрения, и там, где их не было. Вот эта верхняя кривая отображает массу над почвенной части. This is the tops weight for the rain-fed with nitrogen. Вот эта кривая, это значит у нас верхняя была у нас орошаемая, нижняя багарная с азотными удобрениями. And then these two that are very close together are the tops weight with no nitrogen, irrigated and rain-fed. А вот эти вот две кривые, которые очень близко друг к другу расположены, это у нас багарная и орошаемая без удобрений. And similarly, the grain weight shows a similar pattern where we get the highest grain weight or the harvest weight with the irrigated and the nitrogen. Ну и то же самое, такая же самая картина наблюдается по весу зерновой части. То есть вот самая большая это у нас орошаемая с удобрениями, самая низкая это багарная без удобрений. Okay, so there's a lot more to see here. I have
second part of the exercise where we add another level of fertilizer, add more fertilizer. There's lots of variables that we could plot to look at soil nitrogen, interactions of water and nitrogen. Ну, в общем, тут у этого упражнения есть еще вторая часть, где я хотел бы показать вам еще многие другие способы, как можно изменять эксперименты, чтобы какие другие дополнительные параметры можно вносить. But we're at the end of the time for this particular exercise. So I'm wondering, should I go on? Do we want to stop now for questions? Но так как у нас заканчивается время, да, я хотела спросить, мне продолжать или, может быть, тогда время на вопросы, или что нам делать дальше? I mean, let's stop for questions because some people might have to leave because of transportation issues. So we can continue with your demo in 2 weeks. Джеред говорит, что, может быть, спросить у вас, уважаемая аудитория, потому что некоторым из вас, может быть, нужно уходить там, кому-то нужно уезжать, и если это так, то мы можем продолжить на следующем занятии. Mr. Cheryl, can you look quickly on the end stress for the same graphs? Yes. You're curious. Yeah. Okay. Thank you. So this is the end stress. Again, we're going to look at just the end stress for the 4 treatments. Доктор Шелли предложил также отобразить на графике коэффициент азотного стресса. И вот что получится здесь. Как поведет себя модель. So previously, before we added nitrogen, we had this high stress early in the season. Помните, в самом начале, перед тем, как мы задали параметр удобрений, у нас азотный стресс, в том числе где-то в начале и в середине вегетативного сезона, был достаточно большим. So with adding the nitrogen, we still see some stress early in the season, but it's much lower than it was before. После добавления в модель параметра азотных удобрений, азотный стресс, как мы видим, он все еще есть, как в начале, так и в середине вегетационного сезона, но существенно меньший. The least amount of stress that we see is with the irrigated nitrogen treatment. И так как у нас было 4 эксперимента, минимальный стресс азотный мы видим как раз-таки в сценарии в сценарии с орошением и с внесением удобрений. But even with this one, by the end of the season, every treatment is showing extreme nitrogen stress. Но даже при таких условиях мы видим, что каждый из сценариев, каждый из этих опытов дает в конце вегетационного сезона один и тот же результат – существенный азотный стресс. So this crop is still not getting enough nitrogen. And what we can do in the next session is add another higher nitrogen level and see if that takes care of some of this nitrogen stress. О чем это может говорить? О том, что все-таки, несмотря на внесение удобрений, культура не получает достаточно азота, и в нашей следующей сессии мы можем повысить, да, объем вносимых удобрений и посмотреть, как модель отреагирует на это. So these show you really very interesting dynamics of the interaction, first of all, between water-limited systems, and the comparison and response when there's no low nitrogen input, and then we add more nitrogen, we see a change in the dynamics. В общем-то, вот это в рамках данного упражнения мы посмотрели на очень интересную динамику, что касается моделирования систем с ограничением влаги и как такие системы с ограниченной почвенной влагой реагируют на ограничения, связанные с азотным питанием. And if we go back to the question we had at the beginning of the seminar or lecture about irrigation, we don't really require irrigation to run the crop model, so we can see here the response for a rain-fed wheat cropping system to nitrogen input.
И немножко так возвращаясь к вопросу, который у нас был в самом начале занятия, да, по поводу орошения, орошаемого и багарного земледелия, мы видим, что модель достаточно хорошо демонстрирует как сценарии, как развитие культур в условиях орошения, так и в условиях поступления влаги только в результате осадков. And to go back to my presentation, it also shows very nicely that you can use the model here to really address the question, how much nitrogen do we need to apply to get maximum growth and yield, and when should we apply the nitrogen? И опять же, вот даже это упражнение уже продемонстрировало, что модель очень эффективна в смысле анализа наиболее эффективных практик. В данном случае, как мы можем увеличить урожайность, производительность культур в каких-то неблагоприятных условиях, например, посредством внесения дополнительных азотных удобрений. So you will already have received a new exercise that builds on the previous one on water limited production. Now it will be nitrogen limited production. And again, the conditions will be set for Gainesville, Florida, but that's just all hypothetical. But one reason is that we have a very sandy soil in Gainesville, Florida, so it shows a very nice interaction between water inputs and nitrogen inputs. Вы уже получили задание по моделированию производительности в условиях ограниченной влаги. Следующее упражнение будет по моделированию в условиях ограничений по азотному питанию. Там используются почвенные данные, взятые в штате Флорида, в Гейнсвилле. Почему? Потому что у нас очень такие песчаные почвы, и они как раз-таки очень хорошо показывают вот это взаимодействие, динамику процессов. So in the exercise, again, you will be building on the water limited exercise, as well as what Cheryl showed in her demonstration, that you'll be turning on the nitrogen balance simulation and then also defining nitrogen specific inputs. And then you'll be conducting some sensitivity analysis in response to different levels of nitrogen and interaction with soil and water. Поэтому следующее домашнее задание, которое вам нужно будет выполнить, оно будет основываться на том упражнении по моделированию производительности в условиях ограниченной влаги, плюс вот это упражнение, которое мы сегодня прошли по ограничению азотного питания. So I know we're running over time, so